Turn the record over, and we'll continue on the other side. Конец декабря, немного похолодало. Сейчас где-то плюс 10. Я не помню сам такого декабря. Весь декабрь теплый. Надо запомнить этот год. Сегодня пришел на то место, где мы нашли 2 копейки Александра Третьего и маленький замок. Внизу в описании я оставлю ссылку на это видео, либо справа где-то здесь размещу. Я сегодня пришел именно на это место, потому что, наверное, стоял домик. Посильнее похожу. И все сигналы глубокие. Наверное, шурфанусь. Ни разу еще не делал шурф. Попробую сегодня шурфануться. Ну вот первый сигнал. Но он такой туда-сюда. Железо цветное. Мне кажется, это осколки чугунка. Все, ждем. Так, ребята, это оказалась монета. Вот первый сигнал у меня. Это монета. Увидел, что это советы. Советы какие? Советы. Это рамочник. Сейчас я быстренько мою и посмотрим. Отлично, отлично. Все, ждем, чищу. Я с собой взял зубную щетку новую. Так, это у нас 10 копеек 46-го года. Ранние советы. Отлично. Первый сигнал и первая монетка. 10 копеек 1946 года. Материал мельхиор. Вес 1,80 грамм. Диаметр 17,27 миллиметров. В 1946 году монетный двор возвращается из эвакуации из Урала, город Краснокамск, обратно в Ленинград. Чеканка разменной монеты пока еще осуществляется одновременно в 2 городах. Но уже со следующего тиража все производство полностью вернется назад в Ленинградский монетный двор. Общий объем выпуска 10-копеечного номинала в этом году составил более 100 миллионов экземпляров. На данный момент в России работает и существует 2 монетных двора. Это Московский монетный двор, сокращение ММД, и Санкт-Петербургский монетный двор, сокращение СПМД. Смотрите на монетах. Вот такая история в этой монетке. Все, кружу на этом домике. Ждем еще находки. Время 9 утра. Еще солнца не видно. Темно в лесу. Немножко покажу природу. Вот так. Так, у меня железка. Это часть от губной гармошки. Также говорит о том, что здесь люди жили. Тихо журчит маленькая речечка, которая идет из родника.
Так, а у меня вот такие находки. Это чугунок был. Кушать готовили. Вот он чугунок, край, видите, край завальцованный. И маленькая ручка, с двух сторон были такие ручки. Так, и какой-то был замок. То ли на каком-то ящике, еще замочек вот такой был. Осколки чугунка у меня звенят как цветное. И их много, копать приходится. Так, а вот эта речка идет из родничка. Вот он там родничок. И вот площадка, вот эта ровненькая, вот на ней стоял дом. А там родничочек идет. Да, хорошее место выбрали. Так, ушел я с того домика, он там внизу находится. Там больше ничего нету. И решил, вот тропинка идет, решил по тропинке подняться. Так, и как же я, да, без своих пуль, свинцовых пуль Минье. Вот она. Вот она, моя любимая пуля Минье. Сейчас я быстренько ее почищу. Кто не видел, тот и посмотрит. Вот свинцовая пуля Минье. Кавказская война. Да, видно, стрельнули, она вот в камень попала. Тут еще камень, куски камня было вытаскивал. Я сейчас готовлю видеоматериал по этим свинцовым пулям. Не знаю, когда оно выйдет, но ждите, скоро появится. Интересный ролик получится. Так, интересно, интересно. А я вот, идет тропинка, я вот по ней выше поднимаюсь. Посмотрим, что там наверху. Так, идем дальше. Поднимаюсь вверх на горку. Смотрите, что я нашел. Вот стряхнул только листья. И прямо на поверхности вот лежит. Это головная часть от снаряда. Вот прошло 75 лет. Вот она лежит. Не в земле, а вот сверху все лежит. Сейчас вместе с вами ее достанем. Опа. Вот она. Это я заберу. Вот эта часть бронзовая. Грамм 100 весит почти. Ничего не опасного у нее нету. Так, идем дальше вверх. Посмотрим, что наверху вот здесь. Вот на этой верху поляночке. А я нашел родничок. Вот родник, прям из-под низу течет вода. Прям хорошо идет, так журчит, так хорошо. Да, можно искупаться и помыться, и воды попить. Так, время час. Надо пообедать. Вы не смотрите, что я в майке. У нас холодно, но... Не, у нас тепло, я шучу. Сейчас я поставлю кашу греться и расскажу случай, который случился со мной на копе. Пошел я копать очень давно, где-то пару тысяч лет назад пошел копать. И какой-то день был неудачный. Находок мало, каких-то неинтересных. И уже возвращаюсь я обратно уже домой.
Вот у меня обычно так вот, уже к к концу копа у меня идут нормальные находки. Вот как-то вот так всегда. И вот я возвращаюсь уже домой и ловлю сигнал. Четкий сигнал, но глубокий. Начинаю копать 10 сантиметров, 20, 30, 40, уже полметра, а ничего нету. Я постараюсь найти фотографии и прикрепить, когда я рассказываю. Проверяю металлоискателем, сигнал идет. Думаю, может фантомы бывают, но редко. Втыкаю пинпоинтером, да, идет сигнал. Дальше копаю, появляется скала. Не знаю, либо скала, либо большой камень. Начинаю лопатой бить эту скалу. Разбил скалу. А сигнал идет и идет. Блин, уже где-то сантиметров уже 60, наверное. И тут немножко откапываю, и появляется, видно, металл. И зеленой такой патиной. Такой малахитовой. Кто знает, такой цвет дает медь, которая пролежала много лет. Начинаю дальше раскапывать. Появляется, знаете, такой большой кусок меди. Такой вот. Как будто дно чего-то. У меня начинает биться сердце. Такой вот адреналин. Вспотел сразу. Сразу в голову разные мысли лезут. Начинаю дальше обкапывать. И появляется вот где-то сантиметров 50 какое-то дно сосуда какого-то. Ну все, у меня мысли всякие полезли, наверное, там полный, наверное, монет золотых или серебряных, все. Тут сердце бьется. Вот этим мне и нравится заниматься поисками. Начинаю дальше обкапывать, и где-то сантиметров, наверное, вот от края, сантиметров 10, хоба, и эта штука у меня, я ее вытаскиваю. Оказалось, что в те времена, где-то 1000 лет или полторы назад, от сосуда оторвали дно и выкинули. И тут мою камера заглючила. И я хотел подытожить, что не сидите дома, занимайтесь спортом, ходите в лес, ходите в горы. Движение – это жизнь. Много попадается по войне Великой Отечественной. Много пуль целых, гильз. И смотрите, у меня еще одна пуля миния. Ну, не буду чистить, уже видели много раз эти пули. Еще, значит, куда-то русские войска, российские войска куда-то гнали черкесов. Видите, какое большое наслоение времен. Находки идут по Великой Отечественной войне, находки идут по Кавказской войне. По гражданской. Все наслоение. Погода как весной. Градусов, наверное, плюс 20, наверное. Птички поют. Так, у меня находка. Сейчас я вам покажу. Вот. Смотрите, прямо вот лежит на поверхности. Уже говорил, 75 лет прошло. А все лежит на поверхности. Вот. Целый патрон. Наверное, к винтовке Маузера немецкой. Вот. Такое мы не берем. Сейчас мы туда сходим, это уже время 2 час, и домой будем возвращаться. Глубина больше полуметра. Вот так. Угадайте, что я нашел. У меня еще один стакан. Пустой. Так,
2 стакана в этом месте. Принимаю заказы. Кому сделать подсвечники, кому ночники и лампы сделать. Фу. А мы идем дальше. Шел я и смотрите, что нашел. Вот такие вот скалы. Плохо, блин, ветки не передать. То, что я сейчас своими глазами вижу. Вон там скалы. Все, я возвращаюсь обратно. Спотел, пока тащу вот стакан этот, блин, еще второй забирать, который я нашел 2 недели назад. Да, если находки будут, то покажу. Нет, то я с вами прощаюсь, ребята. Наверное, в этом году мы еще успеем покопать. Ребята, нет мне прощения. Я сижу и плачу. Представляете? Монету. Бронзовую монету. Алюминиевая бронза, правильно сказать. Плачу. Поцарапал. Представляете? Звук был как гильза, блин. Это ранние советы, я вижу. Походу троечка. Сейчас почищу и посмотрим. Жалко, плачу. Блин. И так редко попадаются. Все, ждем. Так, ко мне попалось 3 копейки 31-го. Сохран ужасный. Сохран просто ужасный. Но все равно приятно, блин. Коцнул немножко ее. Ранние советы. Алюминиевая бронза. Так. Я возвращаюсь потихоньку.